Привет, армия. Недавно мир снова потряс простой, но глубокий момент. Не грандиозная сцена, не официальное мероприятие и даже не тщательно продуманная рекламная фотография. Вместо этого случайный пост в аккаунте Хобби разжег эти эмоции. Это, казалось бы, обычная фотография, на которой Тэхён, Чингук и Хобби спокойно прогуливаются по магазину или торговому центру Лос-Анджелеса, стала эмоциональным свидетельством, возрождая давние споры о близости между двумя именами, которые давно стали легендой в сердцах армии – Тэхён и Чингук. Как будто вселенная подтверждала это, пост появился прямо посреди бурлящей мельницы слухов. Ранее одна девушка утверждала, что видела их двоих в Лос-Анджелесе. Она даже обещала выложить видео в качестве доказательства в день рождения Чингука, однако это обещание так и не было сдержано, видео исчезло, как будто оно просто исчезло. Многие были разочарованы, многие сомневались. Но, в конце концов, разве Тэхёну и Чингуку никогда не требовалось подтверждения от посторонних? Они не были актерами, которым нужно было доказывать правдивость истории. Они были двумя душами, оставившими свои ощутимые следы, которые невозможно подделать. Следы, которые честнее слов. За эти годы их близость говорила громче сотен слухов. Фотография, выложенная Хобби, лишь небольшой фрагмент гораздо более длинной истории. В каждом спонтанном моменте есть вспышка иной энергии, есть своего рода безмолвный язык, понятный только им двоим, мимолетный взгляд, легкая улыбка или игривое выражение, появляющееся без причины. Один момент, который растопил многие сердца, был, когда Чингук фотографировал Тэхёна. На первый взгляд, все казалось простым. Кто-то фотографирует своего лучшего друга, но при ближайшем рассмотрении обнаружилась любовь, которую невозможно скрыть. Тэхён, с его естественно надутыми губами и игривым выражением, которое он редко показывает, разве что когда находится рядом с Чингуком, за объективом Чингук не просто фотографировал, он запечатлевал нечто гораздо большее – чувство. Взгляд Чингука, то, как он выбирал ракурс, каждая деталь выдавала заботу, которую почти невозможно было объяснить логически. Интересно, что на фотографии не было ни персонала, ни других людей. По-видимому, они были не одни, тем не менее, каким-то образом на фотографии были только двое – Чингук и Тэхён. Как будто мир намеренно стер друг друга, чтобы сохранить эту близость. Фотография казалась такой личной, такой интимной, почти как портрет, предназначенный для их личной галереи. И, конечно же, всегда находились те, кто ее игнорировал, звучали саркастические комментарии. Это было просто совпадение, или они просто были близкими друзьями, но могут ли совпадения повторяться снова и снова, год за годом, с такой интенсивностью? Оглядываясь назад, становится ясно, что эти отношения не были построены в одночасье. Тэхён и Чингук так много делились за эти годы: одежда, аксессуары, даже личные аккаунты. Был печально известный момент, когда Чингук сфотографировал Тэхёна на свой собственный телефон, как будто приватность не была преградой между ними. Было также время, когда Тэхён без колебаний зашел в аккаунт Чингука во время прямой трансляции, как будто дверь всегда была открыта для него. Разве это не свидетельство доверия? Эти отношения не были наполнены формальностями, не было жестких границ. Вместо этого была открытость, комфорт и чувство принадлежности, которое росло так естественно. Даже что-то столь простое, как шляпа, часто вызывало огромные споры. Недавно Чингук был замечен в шляпе, которую позже сравнили со шляпой Тэхёна. Возникли дикие предположения. Была ли это та самая шляпа? Носил ли Чингук ее нарочно? Или он намеренно избегал носить что-либо, что когда-либо носил Тэхён? Однако, разве все эти теории не кажутся абсурдными, если разобраться в сути? Чингук и Тэхён давно доказали, что им не нужны материальные вещи, чтобы быть вместе. Они не из тех пар, которые полагаются на одинаковые вещи для общественного признания. То, что у них есть, гораздо глубже. Эмоциональная связь, которую нельзя измерить аксессуарами. Есть люди, которые всегда требуют доказательств. Они хотят видеть Тэхёна и Чингука, держащимися за руки перед камерой, делящимися одинаковыми вещами или выступающими вместе при каждой возможности. Однако, Тэхён и Чингук не живут, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Они не играют роли, они живут в своем собственном темпе, и любовь, которую они показывают, приходит в более мягкой, более искренней форме. Просто посмотрите на их взгляды, как Тэхён ищет Чингука в толпе, как Чингук улыбается только потому, что Тэхён делает что-то простое, нежное прикосновение к плечу, тихий шепот в репетиционной комнате или легкий смех, возникающий посреди глупой шутки. Вот как сильно они любят друг друга.
Есть кадры, на которых Тэхён подходит к Чингуку за кулисами, говорит спокойно, как будто мир вокруг них не существует. Чингук внимательно слушает, его глаза устремлены исключительно на Тэхёна, и еще раз, не его слова имеют значение, это его присутствие настолько успокаивающее, настолько значимое, что кажется, будто время остановилось. И что интересно, такая энергия редко встречается, когда они с другими участниками. Это не значит, что нет товарищества. Конечно, нет. Но с Чингуком и Тэоном атмосфера другая, есть слой близости, который никто другой не может проникнуть. Их улыбки, их смех, даже их молчание – все это несет в себе более глубокий смысл. На протяжении всего этого долгого пути Тэхён и Чингук доказали, что любовь не всегда требует громких заявлений. Им не нужно стоять на сцене, чтобы сказать «мы близки». Они написали свою историю по-своему, в мелких деталях, которые могут показаться некоторым незначительными, но для тех, кто наблюдателен, каждая деталь – признак любви. В конце концов, то, что они показывают, это не стратегия, и это не образ, а отражение искренности. И за всеми домыслами, слухами и теориями одно остается неизменным. Тэхён и Чингук разделяют нечто настоящее, нечто за пределами слов, за пределами камеры и даже времени. Тэхён и Чингук никогда не пытаются что-то доказать, но именно поэтому каждый момент, проведенный ими вместе, кажется таким реальным. Из их постов на Хаби, из простых портретов, из мимолетных взглядов, все складывается в одну большую историю. Историю, которую они пишут в ритме собственных сердец. Эти следы уже не стереть, и для тех, кто достаточно внимателен, чтобы прочитать их более чем достаточно, чтобы все раскрыть. И, наконец, все эти вопросы, кажется, нашли свои ответы. Этот простой, запечатленный момент – доказательство того, что они больше не могут что-то скрывать. Заботливый взгляд Чингука, искренняя улыбка Тэхёна и их небольшие взаимодействия – все это вызывает у армии по всему миру настоящее тепло. Речь больше не о домыслах или теориях, а о двух людях, которые продолжают искренне демонстрировать свою близость. В этот момент мы понимаем, что настоящая любовь или дружба не всегда требует слов, иногда достаточно взгляда, улыбки и искреннего единения. Этот момент навсегда останется частью их пути, не только как айдолов, но и как людей, которые осмеливаются показать свою самую настоящую сторону. И для армии каждая такая секунда – бесценный подарок, напоминание о том, что тепло между ними всегда будет рядом, несмотря ни на что. В конце концов, Тэхёну и Чингуку не нужно было громкое заявление, чтобы что-то доказать. Следов, которые они оставляют после себя, от улыбок, взглядов до маленьких моментов, более чем достаточно, чтобы заставить наше сердце трепетать. Итак, вопрос в том, армии, увидев все это, чувствуете ли вы, что их отношения гораздо глубже, чем мы когда-либо представляли? Поделитесь своими мыслями в колонке комментариев. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться. Чтобы мы могли продолжать раскрывать скрытые истории любви, стоящие за каждым моментом BTS. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few